На сегодняшний день Space Marine является одним из самых лучших шутеров по вселенной Warhammer 40 000, но нельзя отрицать, что графика игры сильно устарела, и хотелось бы чего-то более современного. Рассказывать о своем отношении к игре я не буду, но если вы хотите от меня обзор, то напишите об этом в комментариях. Скорее всего, к середине 2022 года состоится релиз Space Marine 2, и многим бы хотелось освежить свои воспоминания об игре, перепройдя кампанию или проведя десятки часов в мультиплеерных режимах, так как после анонса продолжения онлайн игры немного ожил. Но визуально игра выглядит очень мыльно и уныло, несмотря на то, что вы выставили максимальный пересет графики. А в этом видеоролике я покажу и расскажу о том, как улучшить внешний вид игры, чтобы она стала более приятной для глаз. Этот опыт можно будет использовать и для других игр. Для начала нам потребуется программа Reshade. В данном случае установка выглядит следующим образом. По ссылке в описании или в моем телеграм-канале вы переходите на официальный сайт, скачиваете и открываете reshade.exe. Далее выбираем игру, которую будем решейдить, и API, на котором работает игра. Как правило, программа сама определяет API, поэтому просто нажмите на тот, который она выделила. А теперь вам нужно выбрать несколько эффект-паков и оставить те эффекты, которые я показываю на экране. В моем пресете я постарался сделать так, чтобы при его использовании FPS просел менее чем на 5-10 кадров и оставался стабильным как в кампании, так и в мультиплеере. А перед тем, как мы приступим к решейду, нам необходимо определиться с недостатком визуальной составляющей в игре, который мы можем исправить. К этим недостаткам я могу отнести низкую четкость картинки, недостаточную контрастность, отсутствие объемного света и затенений на объектах для создания объема, локаций и объектов. Итак, мы запустили игру, нажимаем на кнопку Home, и вот перед нами меню. Сейчас вы можете либо сразу найти все эффекты, включить и настраивать, или же включать по одному и настраивать со мной, что будет лучше, потому что так вы поймете, какой эффект за что отвечает. Первый эффект AMD CAS, который отвечает за четкость картинки. Luma делает то же самое, но настроен более мягко. FXAA сглаживает картинку, когда вы наблюдаете лесенки из пикселей. Его включайте по вкусу, так как он несколько съедает резкость. Clarity отвечает за яркость изначально ярких объектов. Monocular Cues повышает объемность объектов и локаций, добавляя им тени там, где это нужно. Bloom добавлен для создания эффекта объемного света от ярких объектов и источников света. Film Grain больше декоративный эффект, который добавляет цифровой шум. Его также добавляем по вкусу. Levels, Curves и HDR делают картинку более контрастной. При желании можно обойтись только использованием эффекта Levels. Следующий эффект является декоративным, он создает по краям картинки эффект аберрации. С первыми двумя эффектами нужно быть поосторожнее, чтобы не перешарпить картинку. Регулируйте их на глаз неким запасом, так как потом, если вы будете включать сглаживание, четкость картинки незначительно уменьшится. В первом можете начинать от значений 0,04, а во втором настройте как у меня, чтобы мягко увеличить четкость деталей.
В эффекте сглаживания ничего не меняем. Clarity выставляем как у меня, это наиболее сбалансированный вариант. В Monocular Hues нужно быть также осторожным, чтобы не добавить слишком много теней. Предлагаю также выбрать мой вариант или же изменяйте значение Depth Map Adjustment для размытия, чтобы сделать затенения более резкими или мягкими. Neobloom хороший шейдер, который добавляет объем свету и ярким объектам, но с ним стоит быть также предельно осторожным, так как при увеличении интенсивности картинка станет мыльноватой, яркой и также увеличится яркость свечения интерфейса, что будет выглядеть плохо. Крутите значение интенсивности для увеличения этого объема, а Saturation для того, чтобы объемное свечение было того же цвета, что и объект, на который оно накладывается. Ну с Film Grain, я думаю, вам всем все понятно, тут просто не стоит перебарщивать с этими шумами. А вообще в идеале либо возьмите мои значения, или уберите данный эффект вовсе, если он вам кажется лишним. Levels является очень важным эффектом для коррекции ярких и темных участков. Тут лучше крутите все на свой вкус и цвет, так как у каждого свой монитор, а у него в свою очередь своя цветопередача, яркость и контрастность. Но вы, конечно же, можете отталкиваться от моих значений. При помощи Curves я делаю картинку еще более темной. Тут все так же, как и у предыдущего эффекта, все на глаз. HDR также может быть не обязательным эффектом, как и предыдущий. Он выравнивает яркие и темные участки плюс-минус до балансных значений, чтобы не было сильно темно, но при этом и не слишком ярко. Ну и последний декоративный эффект, который добавляет аберрацию по краям картинки. Тут используйте мои значения или не используйте этот шейдер вовсе, если вам не нравится создаваемый им эффект. При желании вы можете добавить эффект SSR, который добавляет отражение объектом под определенным углом. Но он не идеален, и вы можете увидеть отражение на простой земле. То есть он не работает напрямую с текстурами, которые должны иметь отражение. Данный шейдер больше подходит для игр, где вы играете только на одной локации, где это уместно. Например, на космическом корабле. Также можно включить виньетку, которая будет затемнять все по краям, но это чисто вкусовщина, хотите включайте, хотите нет. А теперь о свете. То для этого нужен шейдер RTGI, который можно либо купить при подписке на Patreon автора, либо же скачать не самым легальным способом, но я вам об этом не говорил. RTGI в принципе работает с фейковыми лучами, то есть почти как рейтрейсинг, только хуже, скажем так. Но хочу заметить, что он работает неплохо при грамотной настройке, но увы, со всеми этими эффектами, которые мы добавили ранее, он более чем на 50% уменьшает значение FPS, добавляет ощутимую задержку и имеет баги, когда свечение от интерфейса отображается на объектах в игре. Собственно говоря, вот так и делаются красивые скриншоты а-ля реалистичный решей той или иной игры. И вот по вышеперечисленным причинам в отснятых в красивых футажах они не делают резких движений, потому что FPS дропнется и будут лаги. Если вы хотите видео, где я расскажу о решейде, сколько он есть FPS и как нас обманывают люди, создающие эти реалистичные решейды, то напишите об этом в комментариях. Не забывайте, что я лишь предложил свой вариант, а вы можете создать свой идеальный для себя. Всем спасибо за просмотр, не забывайте про мои социальные сети, пока.